Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на 2026 год. Старинный цыганский пасьянс. События с первых дней года и до конца мая. И кто-то спросит, а почему это такой странный временной период? Точка нового отсчета– 26 апреля. Самый конец апреля месяца и май как первый месяц новых энергий, мои дорогие, время, когда Уран войдет в знак зодиака Близнецы 26 апреля, а Плутон уже в Водолее. И у нас с вами получается, что две могущественные планеты, Уран и Плутон, которые как раз олицетворяют трансформацию и перемены сами по себе, окажутся в воздушных знаках зодиака, запуская перезагрузку матрицы судьбы каждого из нас. И поверьте, это не просто слова. Нам неизбежно придется не только адаптироваться, но и что-то изменить, корректировать собственные планы. Мы можем с этим столкнуться. 2026 год – это как небесный мост между прошлым и будущим. Петля реальности, причем новая, в которой нарушаются прежние причинно-следственные связи. Если прежде наша жизнь напоминала более, где-то прогнозируемый, линейный график, хочется сказать, теперь он нарушается. Он превращается в какой-то график путаницы, по крайней мере, я могу это допустить. И мы чувствуем, словно несколько прежних периодов нашей жизни мы проживаем в один момент. И это наш опыт, это наши желания, это наши мечты, которые могут, как тысяча дорог, сходиться в одной точке. Мы сами можем чувствовать невесомость. И поэтому я так не торопилась с прогнозом, откровенно говоря. Я даже уже подумала не делать вообще прогноз на 2026, но традиции, наверное, того требуют все-таки, правда? И многие из вас мне написали, а где вообще этот прогноз на 26 год? Поэтому давайте мы его разобьем на несколько составляющих. Не будем забегать далеко, потому что вторая половина года, там, наверное, будет еще интереснее, а возможно и быстрее что-то ускорится. Мы можем чувствовать на период мая вот это состояние невесомости. Ладно, пойдем с вами дальше. И будем, конечно, реалистами, всегда призываю. Любой прогноз или расклад. А личная история каждого из вас, увы, не расскажет, но может дать подсказки. Как альтернативный метод самопознания. Это очень даже и по Плутону в Водолее, и по тому Урану, который на 7 лет вернется в Близнецы. То есть Уран в Близнецах – это на 7 лет, вот представьте. А Плутон, это еще разбежка от сегодняшнего периода около 20. То есть нам придется действительно что-то менять, и самим адаптироваться. Итак, на пороге каких событий вы стоите? Именно события с начала года, с первых дней года. Чего ждать? Что будет происходить? Может быть, именно эти события лягут в основу ваших последующих решений, планов. А вот закрытый путь. Куда-то вы сами не хотите идти. Вполне вероятно. Конечно, замок может означать и самое еще начало года, да, это у нас ретро-уран в Тельце. Это как раз мы подводим итоги, мои дорогие. Поэтому подведение итогов, стабилизация где-то, да, закрытие некоторых тем, даже с вашей стороны, когда потом вот это прошлое вам не будет напоминать и словно сковывать. Вот, может быть, вы что-то будете как подытоживать. Ангел. Но это и помощь высших сил, хотя в нашем пасьянсе это означает как действительно помощник или тот человек, который вас любит, который, может быть, и буквально вам помогает, но это тот, кто за вами и наблюдает, словно высшие силы, но и, может быть, в лице конкретной персоны, кто вам желает добра. На самом деле это какое-то волшебное значение, на мой взгляд. Итак, что там у Овнов на начало года, с первых дней? Какие события? Ну да, тут подведение итогов. И как будто вы не одни. В наше сложное время, наверное, это очень важно. Да точно. Может быть, это кто-то близкий. Тот, кто вас любит, правда. Посмотрите, лебедь. Это верность.
это искренность, это понимание. Вот знаете, счастье, когда тебя понимают. Вот тут понимание, когда идет лебедь, да, значение, это когда без слов. Когда не надо вот что-то разжевывать, 150 раз повторять, как попугай. Ну, я извиняюсь за свой сленг, но я думаю, вы меня понимаете. Вот, ну, это очень важно. Ангел и лебедь, вот что может быть лучше? Тут знаете как, многие дела могут пойти с правильной ноги, потому что, может быть, и вы, кстати, вот этот замок фильтруете окружение уже сейчас. Еще в 2025 году вы смотрите это видео и как раз и анализируете каждого, может быть, каждую персону. Вблизи и вдали каждого рассматриваете. И значит, самое время. А я вас хочу еще пригласить попутно на свой сайт. Зайдите, правда, прочитайте. У меня много как и статей по психологии есть и гороскопы. И прямо с главной страницы сайта вы можете выбрать кое-что. И вообще следите за публикациями, потому что я потом опубликую астрологический прогноз на 26-й год. Еще не готов. Судьба. Тут как и люди по судьбе. Ситуации, может быть, какие-то по судьбе. Исполнение желаний по судьбе. Корабль. Вообще один из символов Меркурия. А Меркурий – это планета-управитель-близнецы. Тут, правда, как высшие силы вам помогают. И я должна сказать, планетарно, это не про карты. У вас наступает достаточно длительный период вашего успеха. Не побоюсь этого сказать. Конечно, все зависит от каждого из нас, как мы сумеем правильно с этим распорядиться. Это не ничего не делание. Это именно какие-то продуманные действия и активность не на импульсе, а интуиция, аналитика, холодная голова. И пока я с вами говорю, смотрю, что мы можем соединить, потому что в нашем пасьянсе мы можем складывать карты в крайних рядах. Что сошлось еще у вас? Что-то вот я не вижу. Ну вот и правда, но в принципе достаточно очень добрых таких значений. И вот смотрите, в нашем пасьянсе, когда крест выпадает вместе с листвой, это одиночество, правда. Или какой-то путь нам предстоит в одиночку. А вот я говорила, у вас как раз листва совершенно не совпала, мои дорогие. Это такой очень добрый знак, потому что, видите, как промежуток. Часть листвы здесь, а часть вот как раз, где лебедь. То есть вы не одни, мои дорогие. И, наверное, в наше сложное время, если есть люди, как и те, которые вас любят, которые к вам относятся искренне, значит, это кто-то, пусть одна персона, на кого вы можете понадеяться. Это правда. Недаром есть пословица: хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, тогда иди с кем-то. Вот и у вас что-то подобное проигрывается. И пока с вами говорила, правда, я не вижу больше совпадений. Давайте с вами пойдем дальше. Вот единственное, теперь увидела, череп. Верну обратно лебедя. Так приятнее смотреть, правда? Это, собственно, и не есть что-то материальное. Это наши переживания. Ну, куда ж без них, правда? Мы все о чем-то думаем, что-то анализируем, думаем, получится и не получится. Вот даже так банально. Ладно. И давайте первую карту мы назовем так. Что нового войдет в вашу жизнь до конца мая? Важное событие. Чем запомнится вам 2026 год до конца мая? Как-то я тут не подрасчитала. Давайте сделаем вот так. Что или кто появится неожиданно до конца мая? Может быть и возможность, может быть и конкретный человек, что идет в вашу жизнь. Событие, которое изменит вашу жизнь, мои дорогие, до конца мая. Что будет радовать? В чем ваша сила, мои дорогие овны? И как карта совет, который мы откроем в самом конце, что нужно услышать, что вам важно знать. Итак, что нового войдет в вашу жизнь? Десятка мечей.
Но пока, видимо, до конца мая, вот не случайно. Вы будете избавляться от каких-то, может быть, ошибок прошлого. Не самая радужная карта, правда? Ну, тем не менее, что выпало, то выпало. Но и не самое плохое. Ведь эта карта всегда каких-то прошлых событий. Это не сейчас. Это уже какая-то, знаете, точка боли, точка невозврата. Вы ее прошли, и вам еще придется словно, ну, мы поднимаемся с колен. Ну, правда, значит, мои дорогие. Значит, какой-то путь наверх, но только в первых шагах. Когда мы словно, ну, какая-то реинкарнация. Когда мы словно воскресли, как возрождение. Но именно потому, что мы в прошлое закрываем дверь. Что это новое? Может быть, без подведения итогов. Да, а новое, посмотрите, словно на пороге. Может быть, карты нам говорят, сам по себе ритм жизни ускорится. Но это правда, по планетарным транзитам это тоже так же. Но есть, видимо, те вещи, которые заслуживают своего внимания, вашего внимания, правильного взаимодействия, потому что, вот смотрите, две карты. С одной стороны, в прошлом именно, да, потому что всегда основа десятки мечей– это наш пройденный путь. И была какая-то точка, эпоха, период вашей жизни, когда вы ничего не могли с чем-то поделать. В той или иной сфере жизни. Мы получили какой-то очень тяжелый и сложный урок, после которого, ну, как вот обездвиженное тело. Вот мы были на какой-то период обездвижены. И наоборот, противоположная по значению карта скорости. Трансформации, кстати, пусть не в этой колоде, но в других колодах. Восьмерка жезлов, карта ускорения жизненного режима, жизненной активности, когда мы словно набираем темп, где-то готовимся вырулить на обгон, мои дорогие. И трансформация происходит именно потому, что и мы сами где-то меняемся, но и время нас приглашает ускориться. Вот может быть именно поэтому вот этот замок, то, что я сказала, для вас будет важно вовремя подвести некоторые итоги. Что это еще для вас означает? Вот смотрите, центр ваших интересов, да, если мы говорим, что нового войдет в вашу жизнь. Совершенно иное отношение к деньгам, к примеру, да. То есть, может быть, это у кого-то будет сопряжено с тем, что вы начнете учиться чему-то новому, потому что всегда начало, туз пентаклей. Это как зерно, которое мы садим в землю в надежде получить, вырастить денежное дерево. Вот вы как будто даже будете корректировать быстрее свои планы. У вас будет какая-то возможность. Вообще это сам по себе шанс, мои дорогие. Это где-то как фортуна. И вот эту возможность важно увидеть, взять и где-то быстро поворачиваться. Но тут проблем ровно не бывает, но при этом не забывать о каком-то опыте, понимаете? Может быть, карты вам подсказывают изменить методы общения с людьми, выстраивание каких-то социальных связей, где-то и самому быть в других энергиях. И правда, энергия учит вас себе самим доверять. И если прежде вы какие-то вопросы решали на импульсе, то здесь нет. Какой-то тяжелый опыт прошлого вам будет напоминать о себе и где-то вас останавливать. Так вот, не прогоняйте эту мысль. Это ведь нас уже не ранит по десятке мечей. То есть мы уже эмоционально это не переживаем, потому что нечего переживать. Это уже прожито столько какой-то боли, разочарований, когда, ну, невозможно заново как будто это еще раз пройти. Это нас уже не цепляет где-то внутренне, понимаете? Но, тем не менее, приходит на ум, и вам, видимо, это важно учитывать. Перезагрузка от начала до конца. Какая-то добрая трансформация с новыми возможностями. Жезлы, дела, работа, бизнес и какие-то документы. И иногда для кого-то из вас туз пентаклей будет говорить, вы будете оформлять документы. Может быть и так. Именно до конца мая, да, вот именно первые месяцы года вы будете заняты подведением не просто итогов, а еще и, ну, может быть, с учетом, ну, где-то ретро-урана, если мы говорим. До 4 февраля конкретно 26 года это мы именно что-то не только завершаем, а еще и переделываем, перестраиваем,
перезаключаем какие-то договоры, контракты, пересматриваем. Чтобы вырулить на обгон, нужно какую-то более прямую такую для себя избрать. Ну, вот вообще доброе значение. Поэтому, если что-то вам отдаленно, вот как я говорила, да, наверное, это как раз и есть вот эта петля реальности. Вроде бы какая-то ситуация прошлая и одновременно уже день сегодняшний, и будущее как будто ускоряется. Мои дорогие овны, а для вас Сатурн и Нептун в вашем знаке, тут правда какая-то может быть судьбоносная реинкарнация, или назовите это судьбоносные перемены. Ладно, давайте вторую карту, важное событие. Чем запомнится вам? Ну вот. Все имеет свой смысл. Чем запомнится вам 2026 год до конца мая. Тут не только до конца мая. Это и старт, это и продолжение. Выбора правильного направления – это карта. И значит, то, что вы начнете, то, что вы где-то подытожите или возьмете на что-то прицел, словно ракурс, вы это будете до конца года продолжать. Всегда 6-8 месяцев. Ну, если мы оттолкнемся даже от периода до конца мая, мы можем предполагать, что до конца 2026 года дорога к свету, дорога к солнцу, к новому качеству жизни, к ясности, к тому, чтобы быть счастливым. Мне нечего даже добавить. Раньше, когда солнце выпадало, говорили: знаешь, дорогой, у тебя все хорошо, иди. Ну, понятно, там без каких-то кочек не будет или заморочек. А все-таки ведь оно как раз многое в твоей власти. И третья у нас карта «Кто или что появится неожиданно до конца мая». Любовь. У кого-то выйти из одиночества, у кого-то личную жизнь как-то трансформировать. Знаете, быть более счастливым, более радостным. Вдохновение идет по этой карте, хорошее настроение. Это приток жизненной активности, которые через добрые эмоции, мои дорогие, через радость. Значит, может быть, нам говорили про любовь, правда? И ангел выпадал. Поэтому кто-то вас может как и вдохновлять, поддерживать. И, может быть, это где-то неожиданно. И пусть это даже те сложившиеся отношения, которые длились годами, а здесь вы как перезагрузка отношений. Как будто заново бабочки в животе. Я могу такое допустить, потому что здесь и легкость на подъем. Все то, что вам нравится, мои дорогие. И не случайно, потому что предыдущая карта – Солнце. Но через именно наши ощущения или, может быть, даже какой-то жизненный восторг. Но, понятно, замечтаться мы не должны, и, видимо, поэтому, возвращаясь, да, десятка мечей периодически, может быть, будет охлаждать нас пыл или интуиция давать подсказки, куда тебе, Овен, не стоит идти, куда не стоит торопиться, с какими людьми нужно быть осторожными. Вот примите это к сведению. Событие, которое изменит вашу жизнь до конца мая. Ух ты, императрица. И если чаще мы говорим, Овен это как император, да? Ну, так оно и есть, в общем-то, в колодах Таро, в старших арканах. Символизирует Марс и ваш знак зодиака. И мы тоже говорим часто, император, я, по крайней мере, это говорю, это как есть два мнения, мое и неправильное. То есть, ну, где-то, да, это власть, это большие ресурсы, безусловно. Это и возможность что-то оформить именно документально, по закону, это система иерархии, традиций. И вот все то же самое заключает в себе карта императрицы, но плюс значительно больше. Это наше благополучие, это реализация наших планов, это символ нового «я», это великая дипломатия, мои дорогие. И я где-то уже об этом говорила. И еще один старший аркан. Да какой? Солнце и императрица. Но, видимо, что-то нельзя упустить. Но где-то и в эмоции нельзя соскользнуть. И даже, может быть, при всем том, что вас что-то радует, окрыляет, мои дорогие, и, может быть, так неожиданно, ведь это какая-то возможность предложения. Но, а вот вернуться в наш реальный мир и холодной головой что-то просчитать. Императрица, мои дорогие, должна себя сохранять. И, может быть, событие, которое изменит вашу жизнь, у кого-то правда закончится одиночество, по крайней мере, есть такая возможность. И встреча у нас будет с учетом уже всех карт.
Может быть, даже не в том месте, где вы это предполагали. Может быть, это сначала какие-то деловые вопросы. Я такое могу допустить. Рост вашей популярности. Для кого-то это может проиграться как смена места жительства. Или планируемое. Или то, что вы будете просчитывать, да? Планы где-то вы будете свои корректировать. Развитие вашего творчества, вашего потенциала вот внутреннего и ваших талантов в целом, мои дорогие. Ну, давайте узнаем, в чем ваша сила и что вас будет радовать. Вот ваша сила не подзастрять. И правда, ваш знак зодиака, вы умеете что-то делать на импульсе. Мои дорогие овны, вы люди сильные. И в основном овен рассчитывает сам на себя. Ну, это правда. И, конечно, вот с одной стороны, это создает для вас, ну или дарит вам определенную возможность действовать в одиночку. Но иногда мы ведь в одиночку что-то там и не додумали, а вот именно Его Величество случай, импульс нас или нам не дает додумать, а мы уже действуем, да, а потом начинаем думать. А вот здесь вам именно как-то мудро переложить вот вашу внутреннюю силу, чтобы не попасть в тупик, и в то же время вот эта дипломатия, чтобы пошла на пользу самому себе. И одновременно вот это жизненные силы, они были проложены, направлены в нужном направлении, а не в хаосе. Не поддаться, может быть, на чьи-то уговоры пустые. Все-таки, опять же, возвращаясь к первой карте. Вот есть Его Величество опыт. Говорят, опыт не только мучает, но он еще и учит. Но вот что-то тут так или иначе вас возвращает, потому что двойка жезлов, в принципе, это, с одной стороны, стабилизация некоторого прежнего положения, некоторых прежних процессов по работе, по деньгам, по выбору, может быть, правильного направления, да, прежде чем мы устремимся вперед. Все-таки какой-то нам базис нужно создать, но нам нужно и не подзастрять. А вообще, я должна сказать, сама жизнь, какой-то уклад, как ни странно, несмотря на планетарные транзиты, я смело могу сказать вам, сами планеты, и это действительно планетарные гороскопы для вас складывают какую-то очень интересную, полезную и более прогрессивную палитру возможностей на последующий период. Это не только 26-й год. Давайте откроем карту совет, что нужно услышать, важно знать. Вот так. Это, кстати, иногда про ангел. Конечно, мы не всегда эту карту можно трактовать, конечно, как финансового успеха. И кто смотрит расклады по Таро, знают, что и тарологи часто, и я говорю об этом, помощь высших сил. Почему? Во-первых, любая 6, как нумерология, это победа. Но, с другой стороны, эту победу нам нужно удерживать. И, кстати, помощь высших сил именно поэтому и как будто высшие силы помогают, потому что это карта баланса. Мы 3 пентакля на одну чашу и 3 пентакля на другую чашу. Это взаимодействие. Где-то я это говорила. Не включиться в тот вопрос, куда вам не надо. Когда вас где-то воздействую каким-то импульсным решением, чужим, или вас призовут, или вас уговорят, или вы где-то, ну, вас это цепляет, и вы соглашаетесь, не проанализировав. И тогда вот перекос может состояться. А тут мы, вот видимо, какая-то аналитика вам помогает, и есть вот такая фраза: Бог помогает тем, кто помогает. И вот здесь правильное взаимодействие. То есть это все то, что я только что сказала. Если вы в чем-то участвуете, мои дорогие овны, по крайней мере, для вас это будет важно. Это такой совет, как знак судьбы. Значит, вы должны понимать, какой эквивалент именно в материальном качестве. Это вы получите, понимаете? Здесь вот должна быть какая-то новая степень осознанности, может быть, так вот именно. Планетарные транзиты где-то вас к этому ведут, что мы не просто так, ради альтруизма даже что-то сделали, а дважды, я бы сказала, Хирон в вашем знаке зодиака до 27-го года, по апрелю. А мы знаем, что Хирон – это символ какого-то повторяющегося прежнего сценария. Так вот, прежний сценарий мы точно не должны повторить.
Поэтому будут, видимо, такие экзамены жизни, когда вам придется принимать важные решения. Но вам действительно, для вас сама обстановка или какие-то, ну, общие моменты, да, вот где вы сейчас находитесь, может быть, даже сейчас все очень сложно. Но если взять вашу персону среди всех остальных, тем не менее, вы-то более ресурсны все равно. Нам иногда кажется, что это тупик, это вообще невозможно разобраться. А вот тем не менее, сил у вас больше. Ну и, конечно, нам карты буквально говорит, если мы про совет, знак судьбы, мы принимаем чью-то помощь. Вот не бойтесь принять чью-то помощь и быть благодарным. Потому что карта работает или подсказка, знак судьбы, когда или карта совет, что тебе будут помогать. И ты не откажись, если кто-то тебе дает дельный совет. Проанализируй, перепроверь, это этого не исключает. И не бойся обратиться, может быть, когда у тебя какая-то патовая финансовая ситуация, значит, в твоем окружении будет обязательно человек, который тебе, пусть на какой-то период времени, будет помогать, как вот выкрутиться из этой финансовой бреши. Но все равно, конечно, придется делать самому. Но тут и другой совет идет. Не давай в долг, иначе рука дающего может стать рукой просящего. Это касается точно так же некоторых тем, в которых вам не надо участвовать, в которых вы можете просто потерять время. А кто-то, зная вашу импульсивность, ваш характер, вашу натуру, ну, может быть, даже как по Хирону, это, знаете, наши благородные устремления не всегда могут так же благородно закончиться, когда они оказываются во взаимодействии с другими людьми. Все то, что я уже говорила прежде. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, а также переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Подсказок, поверьте, будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.